В этом видео я наставляю рога и применяю солнечные очки. Привет, вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить очень сложную для меня модель. В этом видео вы увидите 3 месяца моих мучений и с тяжелым инструментом, а также с окраской. Я перекрашивала эту модель несколько раз, и надеюсь, результат у меня получился отличный. Так что давайте смотреть мои мучения с этой моделью. Этот трамвай я делала на заказ, пытаясь воспроизвести реальный прототип по не очень четкому фото. И проблема этого набора в том, что юбки, которые прикрывают тележки, слишком большие, и мне для соответствия модели прототипу пришлось спиливать лишние части. И тут не обошлось без приключений. Корпус модели сделан из сплава цинк-алюминий-свинец. Он довольно мягкий, и для его обработки не нужен очень сложный инструмент. И тут я применяю мини-болгарку от фирмы Works. Она очень удобная, компактная и практически беспроводная. Но есть одна проблема: такие маленькие диски довольно сложно найти, и в основном магазины инструментов предлагают диски для взрослых болгарок, а маленькие диски я нашла в известном китайском маркетплейсе. И не забывайте пользоваться очками во время таких работ. Маленькие крошки металла модели и диска летят во все стороны, и есть вероятность, что они могут попасть вам в глаза. И тут я использую обычные солнечные очки. Это, конечно, не очень хорошо, но для подобных работ вполне подойдет. После того, как я отпилила все ненужные части этой модели, я принялась грунтовать модель. И делаю я это аэрозольным грунтом. И тут я допустила одну ошибку, которая будет стоить мне очень дорого. После того, как грунт высох, я стала наносить базовую белую краску. Тут я применила спиртовой акрил от Мачете. И согласно московской схеме окраски, у трамвая на корпусе должны быть 2 полосы. И скотчем я намечаю эти места для серой полоски. А купить все необходимое для моделизма можно в магазине «Модельная лавка». Там я и купила этот набор с трамваем. Также там оперативно появляются в продаже новинки от звезды АВД. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы не только сэкономите 500 рублей, но и поддержите мой канал. КТМ-8, или же согласно единой нумерации 71608. Данный высокопольный 4-осный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода, что в 150 километрах от Уфы. И интересно, что это предприятие помимо трамваев выпускает еще и насосное оборудование, мебель, окна и что-то оборонное. Кроме России, трамвай КТМ-8 используется в таких странах, как Украина, Белоруссия, Казахстан и Латвия. И выпускался он после КТМ-5 с 1988 года по 2007 и вмещал в себя 197 человек и имел скорость в 75 км в час. Вагоны были разработаны для замены выпускающимся с 1969 года КТМ-5. Разработка проекта началась в 1983 году, и по техническому заданию вагон должен был иметь новый кузов с 4 дверьми увеличенных габаритов, принципиально новое электрооборудование и также другие новшества. А далее я нанесу маски для синей полосы. И обратите внимание, что когда я убирала скотч от предыдущего шага, у меня оторвалась краска вместе с грунтом. Это было обидно, но я решила попробовать продолжить свои работы в надежде на то, что последующие слои краски скроют этот недостаток. Но слой синей краски не помог мне избавиться от брака окраски. Дальше больше, убирая скотч, я убрала краску еще в нескольких местах. И я избрала единственное верное решение – это содрать всю краску при помощи смывки из аэрозольного баллончика. В 1988 году первые 2 вагона этой серии, оснащенные тиристорно-импульсной системой управления и тягловыми двигателями мощностью по 80 кВт, поступили на испытания в город Калинин, ныне Тверь. И им была дана серия 71608. Однако в серийное производство пошли вагоны, оснащенные реостатно-контактной системой управления, и они имели модификацию 71608К. И потом я снова загрунтовала модель и снова покрасила ее в белый цвет. И на этот раз я использовала аэрозольные краски от звезды. И самое главное, перед грунтовкой я подшкурила металлический корпус трамвая. И такой прием, видимо, упрощает краски закрепиться на модели. Ну а больше контента обо мне вне моделизма или неудачные дубли моей Ну а больше контента обо мне вне моделизма и неудачные мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на Boosty. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК-донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. Но ввиду значительных недоработок конструкции их производство было полностью остановлено летом 1995 года в пользу модели 71608 КМ. На вагонах данной модификации был применен реечный привод дверей, уменьшена ширина кузова до 2,5 метров и изменена форма передней части кабины. Пассажирский салон имеет хорошую естественную освещенность благодаря большим
большим окнам, а в ночное время салон освещается двумя рядами люминесцентных ламп. Вентиляция салона осуществляется с помощью форточек. И, в общем, мне пришлось повторить предыдущие шаги, но зато результат получился адекватным. Следующим шагом я покрашу в серый цвет внутренние части салона троллейбуса, а темно-серым цветом из аэрографа я окрашу ходовую часть. Внутренняя обшивка стен и потолка выполнена из пластика, а стены и потолок имеют тепловую изоляцию, установленную между внутренней и наружной обшивками. А для доступа к подвагонному оборудованию в полу предусмотрены люки, закрытые крышками. В вагоне используются сиденья с мягкой обшивкой, установленные по ходу движения вагона. Смывкой обозначу рельеф трамвая, и проблема тут в том, что по звездовской краске из баллончика очень сложно делать смывку. Она как бы впитывается. Здесь я решила использовать акриловую смывку от Омо. Это довольно странный продукт, но именно в таком случае он мне и помог. Хотя мучения с удалением излишков тут все-таки есть. С левой стороны установлен один ряд сидений, а с правой два. Сиденья крепятся на металлических кронштейнах, прикрепленных к полу и борту кузова. Внизу сидений находятся электрические печи для обогрева салона, а общее количество сидений в салоне 32 штуки, и вагон имеет 4 двери сдвижного типа. Московский трамвай сегодня – это 400 километров одиночного пути, 35 маршрутов, 855 остановок, 5 депо и 3000 водителей, слесарей и других специалистов. В апреле 2024 года московскому трамваю исполняется 125 лет, и обычно в Москве проходит парад трамваев от самого первого наследника конки до современного. А сейчас трамваи ежедневно перевозят около 600 тысяч пассажиров, а в городском парке находится более 600 вагонов, из них 464 современные трехсекционные трамваи «Витязь-Москва». И тем не менее, в начале нынешнего века многим казалось, что время трамваев прошло. Из-за роста числа автомобилей маршрутная сеть постоянно сокращалась. И при этом можно было встретить модели, разработанные по технологиям середины прошлого века. А чтобы войти в такой трамвай, нужно было преодолеть 3 высокие ступеньки. И турникеты также доставляли неудобства. Я сама помню, как в Москве, в столице, бабушки на коленях вскарабкивались в эти несчастные трамваи. А что уж говорить о людях с ограниченными возможностями. Ключевой задачей было обновление трамвайного парка. Трамвайные вагоны стоят дорого, но в отличие от автобусов они служат не 8-10 лет, а 30 и более. От выбора модели трамвая зависит многое. Важен их внешний вид, а еще они должны быть комфортными для будущих поколений жителей столицы. И кроме того, контракты такого масштаба, как закупка сотен трамваев, дают импульс для развития огромной отрасли транспортного машиностроения и создают десятки тысяч рабочих мест. За кадром я окрасила сиденье, и тут все просто. Вначале я задула сиденье в околодермантиновый цвет, то есть в красно-коричневый. Именно в таком варианте сиденья мне запомнились в этих трамваях. А потом вручную я окрасила поручни и рамы сидушек. И теперь я на суперклей монтирую все сиденья. На столичных улицах появились трехсекционные трамваи «Витязь-Москва», и это разработка российской компании, производителя электрического транспорта ПК «Транспортные системы». И на сегодняшний день эта модель является самой массовой в городе. За последние 6 лет город закупил более 500 трехсекционных и односекционных трамваев российского производства, а в ближайшие пару лет появится еще 150 односекционных вагонов, и таким образом обновление парка полностью завершится. В столице ежегодно проводится парад, в котором участвуют трамваи разных поколений. Сотни тысяч москвичей и туристов приходят посмотреть на ретро-вагоны, и некоторые из них еще несколько лет назад выходили на улицы столицы. А в мае этого года планируется организовать регулярные экскурсии на ретро-трамвае Татра Т2. И во время поездки пассажиры могут узнать много интересного об истории города и московского трамвая. Экскурсионный маршрут будет проходить от Волочаевской улицы до станции метро Чистые пруды. В общем, Москва нереально похорошела, особенно после ликвидации ЗИЛа. О том, как это происходило, вы можете посмотреть на моем втором канале «Даша Техник». Ну а проехаться на ретро-трамвае в экскурсионных целях можно и в Санкт-Петербурге уже. Мне надо поработать над остеклением, и тут тоже есть свои сложности. Мало того, что мне надо окрасить резиновые уплотнители по периметру детали, так и поручни у некоторых деталей отлиты заодно со стеклом. Так что тут пришлось мне немножко сконцентрироваться.
Поработаю над тележками и окрашу в сталь беговые дорожки катков. И, наверное, они так называются. А если я ошибаюсь, то поправьте меня в комментариях. И также красным цветом я обозначу контрольную линию на катках. Если знаете, зачем она нужна, то тоже можете мне объяснить в комментариях. И, вооружившись фотографиями из интернета, я решила оживить приборную панель машиниста. Это довольно кропотливая работа, но результат того стоил. Кабина смотрится очень интересно. Покрашу поворотники, и они отлиты заодно с корпусом, поэтому работать над ними не всегда удобно. Вообще интересно, зачем трамваю поворотники? Я наслышана от бывалых водителей, что машинисты трамваев не очень уважают другие транспортные средства. А еще с трамваями связаны многие исключения в правилах дорожного движения. И когда я их учила, часто путалась, как поступить, когда ты выезжаешь на перекресток вместе с трамваем. Покрашу декали, я их заказывала отдельно, и заказчик попросил воспроизвести конкретный прототип, и мне нужны были маршруты-указатели с определенным маршрутом. Также мне изготовили декаль с инвентарным номером и эмблему Мосгортранса с маркировкой определенного депо. И как один из финальных результатов я поставлю трамваю рога. И также напоследок я немножко оживлю вагон при помощи приема масляной точки, так чтобы он выглядел немножко постоявшим под открытым небом. И вот такая модель у меня получилась, довольно увесистая. Это, наверное, самая тяжелая модель и самая тяжелая во всех смыслах, в плане постройки и чисто физически. И надеюсь, вам понравилась эта стройка, и вы подчеркнули для себя что-нибудь новенькое и вдохновились на свои собственные стройки. До новых встреч. Пока-пока.